Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня Александр Фролов заглянул к нам в гости специально для того, чтобы размышлять над новыми инициативами неистового президента Соединенных Штатов, который продолжает нестись во весь опор, может быть, со временем сумеет понять, куда. С криками, как у коренных американцев, размахивая томагавком и рубит всех. Да, то есть для начала он погнался за скальпами Канады и Мексики. Совершенно внезапно, вроде бы соседи, вроде ближайшие соратники. Нет, там еще Панаме досталось, но мы, наверное, не о ней сейчас. Ну, там еще Гренландия, она сладкая, в общем, запас большой, но действительно опубликован документ. На документы будем ориентироваться, введены пошлины на мексиканские и канадские товары. Дополнительные, тут важно проговорить, потому что пошлины есть, а тут дополнительные пошлины. Повышение пошлин на 25% на все товары, но на энергетические ресурсы 10%. Вроде бы так. Александр, что бы это значило? Какие перспективы, собственно говоря, для самих участников процесса Канады, Мексики и, соответственно, Соединенных Штатов, ну и повлияет это на мировой рынок или нет? Что говорят нам биржи, что нам говорят фьючерсы, вот это вот все. Чего ждать? Ожидать чего-то неопределенного, это во-первых. Во-вторых, давайте немножко о данных по состоянию на 23-24 годы. Соединенные Штаты, даже не так, 23-24 отбрасываем. Вот конец 24-го, начало 25-го годов. Соединенные Штаты добывают примерно 13,5 миллионов баррелей. Больше всех в мире и залили весь мир дешевой нефтью. Это важно, да. Это мы сейчас... Я предлагаю для пущего драматизма мы вот это или для того, чтобы соблюдать вот некое это вот театральное развитие нашей этой драматургии, вот, для драматургии мы отложим вот этот факт, что они заливают всех 13,5 миллионов баррелей в сутки. Это больше, чем Россия, больше, чем Саудовская Аравия, потому что мы добываем, если брать сырую нефть, мы добываем 9 миллионов примерно баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. И мы, и Саудовская Аравия в равной степени. Без конденсата. Без конденсата. И, собственно, в Штатах мы его тоже не считаем. 13,5 миллионов баррелей. Экспортируют 4 миллиона баррелей. Сырой нефти. Сырой нефти. Это, пожалуй, даже сопоставимо с российским экспортом сырой нефти. Или даже больше. То есть, в принципе, Соединенные Штаты уже нас догоняют и, наверное, скоро перегонят. Проблема вот в чем. Импорт, не чистый, просто импорт в Соединенных Штатах, если мы берем только сырую нефть, без нефтепродуктов, просто сырую нефть, импорт составляет где-то 6,5 миллионов баррелей в сутки. А потребление 20. Порядка 20. 20 – это все жидкие углеводороды, это и сырая нефть, и все прочее. То есть, 13,5 добывают, 4 экспортируют, 6,5 миллионов баррелей импортируют. Главным поставщиком внешним является Канада. Она обеспечивает чуть более 50% всех поставок сырой нефти в Соединенные Штаты. Значительная часть этих поставок, так, знаете, мягко скажем, значительная часть этих поставок идет по нефтепроводам. Знаменитый нефтепровод Keystone, который пытался вырасти до размера XL, но не смог. При Трампе номер 1 почти вырос, при Байдене не вырос. Сейчас при Трампе номер 2, возможно, опять начнет расти. Если к этому времени компания-инвестор не упала в обморок, не понимая, что происходит. Компания-инвестор там в 2021 году сказала, все, вот нам все запретили, у нас все закрыли, ай-яй-яй. Посчитали убыточек. В общем, а сейчас, там потом еще авария была, мы ее как-то даже, по-моему, обсуждали. В общем, вот так это все выглядит. Канада является крупнейшим, доминирующим поставщиком. На втором месте Мексика. Так совпало, что почему-то Соединенные Штаты покупают нефть у своих соседей, в первую очередь. Не знаю почему, не знаю, как так получается. Но... Война пошлин против крупнейших поставщиков нефти. Крупнейших поставщиков, находящихся буквально в непосредственной близости. Тут нужно заметить, что Мексика получает нефтепродукты из Соединенных Штатов, там порядка 50-55 миллионов тонн нефтепродуктов в год. То есть, она
поставляет туда нефти меньше, чем получает нефтепродуктов. Это интересный момент, который позволяет действительно штатам на Мексику давить. А вот на Канаду в этом плане давить не получается по, опять же, банальной причине. Канада не столь нуждается в американских нефтепродуктах, как Мексика, Бразилия, ну и еще там ряд стран. То есть свои НПЗ в Канаде тоже есть. Вот. И введение этих пошлин стало предметом споров в американской прессе в том числе, и там заговорили о том, что, погодите, это может привести к увеличению на 7 центов цены моторного топлива. Это же недопустимо, ай-яй-яй. Ну, в принципе... Я читал в оригинале 25 центов на галлон. Да, с литром у них не получается по-прежнему. Ну, хорошо, я сейчас взял и примерно посчитал в литрах, чтобы было понятнее нашей широкой аудитории, которая, конечно, легко центы пересчитывает в рубли. Вот. Ну, кстати, сейчас 7 центов, что это у нас, 7 рублей получается примерно. Удобно, кстати, пересчитывать. Вот. На 7 рублей повысится, и все такие, да, простой американец взвоет. Я не думаю, что простой американец взвоет. Во-первых, можно всегда сказать, это канадцы виноватые. Мы же всегда подозрительно к этим людям относились. Они какие-то явно недобро на нас смотрящие. Но если они войдут к нам 51-м штатом, мы эти 7 центов уберем. Ну, кстати, я даже не... А что, уберут, а куда денутся? Канада, иди к нам. Чего вы там мнетесь у порога? И только Трюдо такой, погодите, а как же я? А тебе в отставку, так что свободен. Смех смехом, но на самом деле, почему вот такое увеличение предполагается? Потому что предполагается, что вот эта пошлина просто напрямую увеличив цену нефти, отразится на цене автобензина. По-своему, это даже справедливое размышление, потому что цена бензина в Соединенных Штатах напрямую зависит от цены нефти. И американскому потребителю совершенно все равно, кто заплатит. Канадцы при ввозе 10% заплатят, или покупатель американский 10% заплатит. Ему важна конечная цена на автозаправке, да, она действительно может вырасти. Ну, там нужно, правда, заметить, что цена нефти все-таки 50% цены моторного топлива дает, поэтому почему посчитали столько. Но я даже не буду сейчас углубляться, потому что подобного рода подсчеты в этой самой американской прессе – это не только попытка осмыслить происходящее, но и продолжение политической борьбы. И в этом плане, если рассмотреть происходящее с точки зрения политической борьбы, то есть тут демократы, тут республиканцы, какие-то финансово-промышленные группы друг с другом сцепились, грызутся, вот на этом уровне, если посмотреть, то… Если не брать во внимание парящего в небесных высях Байдена. Вот он его выше всей этой схватки. Его, кстати, где он? Да-да-да, вчера, кстати, где он? Так вот, вчера на чествовании Байдена, кстати, где он? Кто понял анекдот, напишите в комментариях. Так вот, возвращаемся. Минутка юмора закончилась. Байдену мы вернемся, потому что он к происходящему на нефтяном рынке Соединенных Штатов имеет самое прямое отношение. Он немножко залез в резерв. Ну, вот я сейчас закончу про размышления о простых избирателях следующей мыслью, что выборы только что прошли. Вот только что. Поэтому в данный момент, ближайшие года 2, ближайший год. До выборов в Конгресс. Да, на выборы, на мнение избирателей можно не то что чхать, но, скажем так, его можно, в принципе, вот на настроение избирателей можно в целом покласть. Я не знаю, как это, put on, put off, неважно. В общем, произвести какое-нибудь неприятное действие, которое обидит простого избирателя, но эта обида никому не будет интересна из людей, принимающих решения. Потому что, сейчас ты побухтишь, а потом мы что-нибудь сделаем, цена снизится, и ты скажешь, какой молодец, взял, снизил цену. А пока избиратели будут рассказывать, ребята, это же канадцы, мексиканцы, это... Я не буду себе позволять слова, которые позволяет себе Трамп в отношении мексиканцев. Мексиканцы, эти вот латиносы, мы их всегда не любили. Это вот они нам повышают цены. Да. А если голая прагматика, то эти пошлины немножечко хоть как-то повлияют на государственный дефицит США.
чуть-чуть, бюджетик так немножечко, ну, хоть чуть-чуть. Вот эти триллионы, которые там скачут, они хоть немножечко не так резво скакать будут. Не, ну, если мы посмотрим на возможный объем поступлений денежных, ну, да. Нет, на фоне триллионов это будет вообще ни о чем, но как-то копейка рубль бережет, а там миллиардик долларов, триллиончик долларов бережет, уже неплохо. Мне кажется, про резерв надо пару слов сказать. Ну, ладно, тогда так, резерв и Байден. Байден и резерв. Байден действительно залез в резерв государственный, в стратегический нефтяной резерв, так он, собственно говоря, называется. Именно государственный, там два резерва, есть коммерческие, есть и государственные. Ну, коммерческие, там, строго говоря, просто запасы, вот сколько сейчас вот их. А это на случай всякого нехорошего. Стали накапливать в 70-х, 80-х, после 70-х годов, после нефтяного кризиса, стали активно наращивать эти запасы в 80-е годы. С образованием МЭА был введен такой норматив, что все страны, входящие в МЭА, должны иметь резерв не менее 2 месяцев, при учете, что вообще никаких поставок не будет. Тут сразу все взорвалось, загорелось. Но у вас есть. Но у нас с собой было. На 2 месяца должно быть. Вот. И показатель в этом государственном резерве, он плавающий, то есть там максимум 700 с чем-то миллионов, там примерно 750 миллионов можно хранить баррелей. А на момент большой распродажи, которую устроил Байден, там было где-то 617-618 миллионов. То есть показатель не обязательно должен быть вот эти за 700 миллионов туда, но он может быть около 600. Однако, зачем распродажа потребовалась? Да, иногда оттуда распродают, иногда покупают новую нефть. Это, опять же, это нормально, тут какая-то вот выгода появилась, давайте мы продадим, потом давайте купим. Это никого не удивляло. Но тут большая распродажа произошла за короткий промежуток времени. Было распродано сначала 50 миллионов баррелей, потом было распродано еще 180 миллионов баррелей, а потом еще несколько десятков миллионов, которые, чтобы не привлекать внимание, потому что 180 миллионов, когда объявили о распродаже 180 миллионов, американская пресса заметила, что, погодите, президент тогда еще, Байден, вот мы заметили, что распродажа заканчивается перед выборами в законодательный орган Соединенных Штатов Америки. Не является ли это как-то это вы что, чтобы за демократов проголосовали? Нет, ответил президент Байден и продлил срок этой самой распродажи. Для чего эта распродажа потребовалась? Сначала потребовалась распродажа как раз-таки на фоне того, что в 2021 году цены на бензин в Штатах увеличивались, а там в 2022 году выборы, а люди стали задавать вопросы. И вот как раз где-то за год до выборов на эти вопросы решили поотвечать. Почему я, собственно, говорю, что первый год можно вообще игнорировать, что там бухтят, вообще не важно. Где-то за год начали отвечать. Как отвечать? Россия, Саудовская Аравия виноваты в том, что у тебя, простой американец, дорожает бензин. Простой американец кивал, говорил, он вообще не интересует, абсолютно не интересует. Тогда эта версия называлась «Подорожание Путина». Не, Путин это уже вот с марта началось. А это пока еще мы с саудитами увеличивали цены. Мы вместе бегали, там наследный принц Салман Аль-Сауд и Владимир Путин вместе подкручивали цены. А Байден сказал, нет, не бывайте этому, первая распродажа. Мы сейчас цены собьем. Не очень это получилось. Потом кризис марта 2022 года, когда сказали, что-то мы, наверное, как-то напугали рынок, надо с этим что-то делать, а давайте вторую большую распродажу устроим. Устроили большую распродажу, распродали 180 миллионов баррелей, потом еще немножечко миллионов баррелей, потом еще немножечко, и давайте округлим, почти от 620 миллионов осталось 346-347 миллионов. Это огромная величина, если что. Это все еще огромная величина, которой Соединенным Штатам хватит надолго, тем более с учетом собственной добычи. Но где 150 миллионов баррелей? Там не 150. Было где-то 617, осталось 347. Восполнили они... Сейчас там где-то 392, вот как-то так. Это... После лета 2023 года распродажа полностью закончилась и стали восстанавливать запасы. Восстанавливали так мощно, что с лета 2023 года по конец января 2025 года восполнили, сколько получается, 30 миллионов, нет, не 30, 347, около 45 миллионов. 40, да. Примерно 45 миллионов баррелей восполнили из всего распроданного. То есть первая распродажа, еще даже восполнение первой распродажи не произошло.
а там еще вторая, там хвостик второй распродажи, потом еще немножечко третья распродажа, которая шла в первом полугодии 2023 года. Притом там уже пошли разговоры о том, что мы ж Китаю продаем. Наш государственный резерв Китаю. Это вы, демократы, все распродаете Китаю. Нет, мы не распродаем, мы введем запрет, ну и так далее. Вот эту вот, извините, политическая чушь, которую они там друг другу, знаете, как горячую, давайте так, как горячую картошку друг другу перекинули. У меня другая ассоциация сейчас была. Более хоровод американских политиков вокруг госрезерва. Вот они да. В одну сторону, в другую пляшут. И так как вопрос об этом был и никуда не делся. То есть проблема, как была при Байдене, создана. Тут, кстати, вообще невозможно ничего возразить. Это действительно проблема, созданная не просто при Байдене, но Байденом. Несмотря на то, что с помощью попытки большой распродажи пытались решить проблему, фактически цен на бензин внутри страны не решили. То есть решение, которое возникло, оно вообще никак не было связано с этой распродажей, с деятельностью Байдена. Просто цены нормализовались, и, значит, от $1.30, $1.40 за литр цены опустились где-то до $1, потом до 90 центов. Это, кстати, примерно вот такой средний уровень цен для Соединенных Штатов. Бывало больше, бывало чуть меньше, бывало очень редко. Это тоже не было связано с деятельностью Байдена, там просто рынок выдохнул после того, как Россия сказала: ребят, все нормально, мы никуда не уходим, теневой флот, все такое, все работает. Логистические вопросы решили, и все стало возвращаться на свои места. Распродажа и необходимость восполнения запасов – это действительно проблема. Это проблема, от которой невозможно, сейчас демократической партии отвертеться, потому что, как-то их президент это устроил. Притом, еще раз, это не проблема, которая требует, по идее, сиюминутно, просто сейчас, бежим, решаем эту проблему. Нет, это проблема, решение которой можно растянуть на годы вперед. Если исходить не из... А мы вас будем пинать, демократы, что это из-за вас это происходит. А если посмотреть на это трезво, то есть, почти 400 миллионов баррелей. Да это же просто... Это 4 дня вся планета может ничего не добывать, ничего не покупать, просто на этих резервах жить. Просто вся планета. Но... С одной стороны. С другой стороны, потребление внутри самих Соединенных Штатов 20 миллионов баррелей. То есть, запасик есть. Запасик есть. Но если пересчитывать его на Соединенные Штаты, то в этот норматив, который сами себе придумали в Международном энергетическом агентстве, 60 дней без поставок, не получается. Это справедливо. А кроме того, тут какой момент? Восполнение этих запасов ты должен производить. И ты будешь каждый раз говорить: мы восполняем эти запасы. Но это не потому, что нам этого хочется, это потому, что демократы до нас. Понимаете, уроды, вообще ни о чем не думающие. И это будет говориться. И если сейчас, после этой ценовой войны с Канадой, с Мексикой, вдруг цены пойдут вверх, можно еще всегда будет сказать: ребят, понимаете, были бы у нас запасы, распроданные, все нивелировали. Сейчас все было бы проще. А нам приходится и с этими нехорошими людьми разбираться, и запасы восполнять. Поэтому кто виноват? Мы? Да что вы? Байден выходил, его речь. Мы распродали запас. Распродали. Было столько, стало столько. Кто виноват? Он виноват. Так что эти 7 центов на литре вообще просто праздник. Могло быть намного хуже. Могло быть гораздо... Во-первых, могло быть хуже, но если бы у нас были все запасы, и нам не надо было бы их восполнять, ребят, этой проблемы вообще бы не было. Мы бы разрулили только так. То есть, любые проблемы внутреннего рынка можно объяснять еще и так. И это, и тактически, и стратегически, на мой взгляд, большая проблема для теперь уже оппозиции американской, представленной этой партией рабовладельцев бывших. Если что, демократическая партия – это партия Юга. В США, знаете, там была гражданская война, Юг, Север, и северяне – это республиканцы, а южане – это демократы. Так исторически сложилось. Это с американцами. А что будут делать канадцы? Потому что уже были голоса в СМИ канадских политиков, которые заявили, что мы теперь вообще не будем нефть поставлять в Соединенные Штаты, мы ее всю вывезем через наши нефтяные порты. Это если политики говорили, то это какие-то особые политики, это явно не Трюдо. Хотя Трюдо там заявлял: мы вообще можем перестать. Мы вообще заблокируем поставки вплоть до.
прекращение поставок. А куда вы, друзья? Нефтеналивных портов у вас столько нету. Вы по нефтепроводам отправляете, а значит, у вас избыточных мощностей нефтеналивных портов быть не может. Ну, у вас и трубопроводных мощностей или резервных тоже нету. Куда? Главное, куда? В Азию? Нет, ну, в принципе, то есть, если представить, Канада, до Азии, конечно, недалеко. Там, ну, трубу чисто теоретически, если задаться такой целью, знаете, вот прям мегапроект, можно и в Европу даже пробросить трубу. Кстати, нет, можно в Данию пробросить трубу. Там Гренландия, территория Дании до Гренландии. Можно ближайшим соседям в Азии. В Азии. Хотя у нас и так хватает. Да. Просто ближайшие соседи в Азии, это так смотрим на карту. Это мы. О, как интересно. Вот. То есть, нет, смех смехом, но у Канады возможности перенаправить, на мой личный взгляд, объемы куда-либо еще. Вдруг Борис не согласится, скажет, а что ты там, куда угодно. По воздуху, дирижаблями, как угодно можно отправлять. Да, взял и понес. Взял и понес. Вот. У них нет физической возможности перебросить эти объемы куда-либо, кроме рынка Соединенных Штатов. Либо резко сокращать добычу, что вряд ли возможно, либо какие-то ответные меры, конечно, принимать, но эти ответные меры будут априори менее эффективными, потому что Штаты, по большому счету, меньше зависят от Канады, чем Канада от Соединенных Штатов. Так исторически сложилось. Может быть, через год нам надо будет новую географию Соединенных Штатов учить. И запомнить, что и Канаду заштриховываем тем же цветом, что и Штаты. А залив американский. Залив американский. Это у них. Вот мы переименовали. Это как бы начало приема Мексики в состав Соединенных Штатов в качестве 52-го штата. Вот, кстати, вот тогда залив нормально. Вот смех смехом, но вот это вопрос. А если Мексика вступит мексиканцам предложить, ребята, хотите вступить в Соединенные Штаты? И мексиканцы сейчас такие, какой интересный вопрос. Давайте обсудим. Вот, да. И потом Трамп такой, погодите, стоп. Просчитался. Но где? Я их только что вроде выдворял. А теперь принял всем колхозам. Но это выдворял нелегальных. А теперь они все легальные. И все, ты их и всех заставляешь учить английский язык. Они такие, и ты им, no hablo español. Плевать, я американоговорящий, англоговорящий, плевать, язык. Переименовали залив, переименуем и язык. Был английский, стал американский. Мексиканское наречие. Мексиканское. Ладно, нет, смех смехом, но действительно текущая ситуация, может быть, не столь угрожает мировому рынку, сколько угрожает стабильности самой Северной Америки. Ее рынку, стабильности рынка Соединенных Штатов и стабильности поставок в первую очередь из Канады. Я сомневаюсь, что Мексика позволит себе какие-то мощные ответные шаги ввиду еще большей зависимости от поставок из Соединенных Штатов, чем у всех остальных. Осуществить поставки от кого-то еще мексиканцы не могут, потому что они покупают и по трубопроводу газ из Соединенных Штатов, и нефтепродукты, десятки миллионов тонн нефтепродуктов в Соединенных Штатах. Если вы будете везти их откуда-то еще, настолько же придется переплатить, по большому счету. То есть, как ни странно, вот этот кавалерийский наскок, я введу пошлины, я введу там какие-то еще ограничения. В случае с Мексикой и с Канадой похоже, что соседи США утрутся и продолжат работать. И у меня последний, знаете, даже не комментарий, а такое замечание в пространство. Я одного не понимаю, чего он добивается. Я не понимаю, чего конкретно добивается. О чем говорит иностранец? Хорошо, он ввел пошлины, чтобы... Нет, я официальную версию, я на сайте Белого дома прочитал, все нормально. Я знаю эту официальную версию, эти страшные канадские наркобароны, которые свой синий метод отправляют куда-то в сторону Соединенных Штатов, это все понятно. При чем тут нефть? Что должны сделать эти люди, проживающие в Канаде, чтобы что? В общем... Будем следить. Ситуация настолько же увлекательная, насколько и непонятная, но если вдруг нас смотрит кто-то из уважаемых политологов, который может нам все объяснить, что добивается Трамп этими действиями, обязательно нам расскажите в комментариях к этому видео, где бы вы
его не смотрели. Ну, а я в очередной раз напомню слова великого политического деятеля современности Виктории Нуланд. Она рекомендовала определенные действия в отношении Европейского Союза. Европейский Союз для того, чтобы не попасть под американские пошлины, перевел часть автомобильных производств в Мексику. Поздравляю вас, уважаемый Дональд Трамп, вы соблюдаете заветы Виктории Нуланд. Хорошо получилось, все в порядке. Всем спасибо за внимание.